smaller tooth. Что делать в ситуации резорбции третьего типа, как здесь вот на малярии мы видим? We can always combine the treatment. So in this particular case, we extracted the distal root, but performed coronectomy on the mesial root, which was affected by python. Мы всегда можем вооружиться комбинацией разнообразных методов, как в этой ситуации, например, экстракции был подвергнут дистальный корень, а на уровне мезиального корня была проведена ампутация коронки. And we always send these cats home after our procedures with pain medications. Таких кошек отправляют домой всегда с предписанием определенного протокола обезболивания. And the primary treatment for pain, for oral pain, is always non-steroidals, no steroids. Препарат выбора для контроля болевых ощущений после процедур в области ротовой полости – это всегда нестероидные противовоспалительные препараты. And if there was a lot of work, if it was full mouth work, then I would usually add buprenorphine to it. В случае, если процедура была такой чрезвычайно обширной, то есть очень много зубов были подвергнуты лечению, обработке, то доктор предпочитает добавлять опиоиды. Local antiseptics, usually chlorhexidine, is also part of the oral home care. Местные антисептики, антисептические обработки, в частности хлоргексидин, тоже будут одним из предписаний домашнего ухода за таким пациентом. But I would usually skip antibiotics unless a lot of work was done. Но антибиотики обычно не входят в такой протокол домашнего ухода за такой кошкой. Исключение составляют ситуации, когда повреждение в результате лечения было очень-очень обширно. And then if I performed crown amputation, I would suggest radiographic recheck in 12 months. В случае, если была предпринята в качестве лечения, в качестве методики лечения была выбрана ампутация коронок, то такому пациенту рекомендуется показаться для повторного рентгенологического контроля через 12 месяцев. Okay, any questions on cats? Вопросы по кошкам, пожалуйста. Микрофон вопрос скажите, не слышно. Что вы видели в ротовой полости у той кошки, которая пришла с ампутацией коронки? Незаживающий. The cat came in because she was not eating, and when I looked in the mouth, the extraction sites were not healing and the remnants of the teeth were sticking out. Клинически владелец обратился к врачу, потому что кошка отказалась есть, а доктор, когда осматривал ее, там отсутствовало просто заживление десны, заживление ран после ампутации, и можно было увидеть торчащие остатки коронки на поверхности. This brings us to another thing. If you have a patient where teeth are missing and there is a history of previous extractions, ваш вопрос наводит нас на еще один момент, который всегда нужно держать в голове в случае, если вы видите, что у вашего пациента не хватает зубов и анамнестически из анамнеза вы знаете, что была подвергнута животной экстракции зубов когда-либо. I would certainly suggest doing dental radiographs because everything can look fine, but actually inside it's not okay. Все, эта ситуация является показанием, по крайней мере, поводом для рекомендации рентгенологического обследования ротовой полости зубов, потому что клинически вы можете не видеть никаких проблем в зоне предыдущей экстракции, все может быть спокойным, однако это не означает, что проблема не сидит внутри. Thank you. Any other? Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, на какой срок вы назначаете все ампутации коронки и ветеринарных? Usually extractions are a bit more traumatic,
so I usually keep them longer on pain medications. Если говорить об экстракции, то есть такой после экстракции зубов это обычно такая более драматическая, разрушительная операция, поэтому в принципе срок назначения нестероидных НПС дольше обычно. So I would usually, in cats with crown amputations, I would go with 3 days of meloxicam, 0.1 milligram per kilo per day. Если это ампутация коронки, то кошкам доктор назначает мелоксикам 0,1 миллиграмм на килограмм на 3 дня. And with extractions, I would usually add every other day for an additional 3 times. Если экстракция, если у нас пациент после экстракции, то кроме вот этих 3 дней еще назначается та же доза через день, еще 3 раза лишний. And then certainly, I'm not sure what is the regulations here. It is, we can do that, so it's not considered off-label. I would also be very careful, obviously, in animals with kidney disease. Тут еще вопрос законодательного регулирования, назначения разных препаратов домой животному, да, доктор говорит, что в ситуации, в которой она работает, это приемлемый протокол для домашнего ухода за животным. Это совершенно нормально, но, безусловно, нужно с большой осторожностью относиться к пациентам с известным заболеванием почек. So how I usually approach it is, if it doesn't need to be extracted or amputated, I would leave it, unless it causes trauma when I check the occlusion before when I extubate the patient. В ситуации, когда вот остаются такие зубы, доктор говорит, что если с ее подход такой, если они не требуют, то есть если они в порядке, сами по себе эти зубы не нуждаются в таком лечении, то она ничего, что их вместе, то она предпочитает удалять их, оставлять их обязательно. Исключение составляет ситуация, когда они являются причиной травмирования, что она проверяет после экстубации пациента. Okay, so we are ready for the dogs. Тогда давайте перейдем к собакам. Have you ever seen resorption in dogs? Хотелось бы увидеть, когда видели резорбцию у собак. It is much more common than we think. It actually affects about half of our patients. На самом деле процесс резорбции зубов у собак встречается гораздо чаще, чем мы думаем. Порядка половины популяции наших пациентов собак имеют ту или иную степень резорбции зубов. And unfortunately, we know even less about resorption in dogs than we know in cats. И плохие новости, безусловно, нас подстерегают в этой ситуации, потому что про резорбцию зубов у собак, про процессы, которые к этому приходят, нам известно еще меньше, чем кошек. We usually see it in older and bigger dogs and more commonly in neutered males. Обычно чаще приходится видеть резорбцию зубов у крупных и таких тяжелых собак, и еще одна такая категория позитивная, подверженная такой патологии, это взрослые стерилизованные самцы. Especially maxillary teeth are usually affected. Особенно часто поражаются граничные зубы. To confuse a bit things, in dogs classification is the same as in humans but different than in
treatments. Чтобы так хорошенечко запутаться, там, сегодняшним утром классификация резорбции резорптивных повреждений зубов у собак совпадает с классификацией резорбции зубов у людей, но отличается от классификации резорбции зубов у кошек. So in dogs we talk about external resorption, so the one that is coming from the periodontal ligament. Если говорить о классификации патологического процесса у собак, то мы различаем внешнюю резорбцию, то есть резорбция, которая берет свое начало от зоны периодонтальной связки. And you can see that there are 4 subtypes of external resorption. I will go over those shortly. Существует 4 таких подтипа внешней резорбции, видите на слайде. And then on the other side is the internal tooth resorption, so when something is happening to the pulp and the odontoclasts within the pulp are activated. Другой вариант, другая классификация, другой тип резорбции, это внутренняя резорбция, когда происходит что-то внутри пульпы, и в результате вот этого инцидента активизируется одонтокласты пульпы, что приводит к резорбции. So let's go now over all these types. The first and the most simple is so-called external surface resorption. Давайте теперь рассмотрим все эти типы и подтипы более внимательно. Самый простой, самый приятный, простой для восприятия тип резорбции – это внешняя резорбция поверхности. And this type is actually only detectable on the radiograph. You can see it here. Такой тип можно уловить только рентгенологически, что вы видите на экране. So it's usually a very shallow defect that is affecting cementum and dentin, but you can still see the periodontal ligament there, so the radiolucent area of the periodontal ligament. Обычно повреждение такого типа является таким очень плоским, то есть не уходящим в глубину ткани зуба, поражает дентин и цемент с сохранением периодонтальной связки, что вы видите на снимке. As said, we can't detect it on a clinical examination, it's always a radiographic diagnosis. Как уже было сказано, такой диагноз внешней резорбции поверхности ставится только на основании рентгенологического обследования. Клинически уловить резорбцию этой стадии невозможно. The good news is that it's very rare. Хорошая новость заключается в том, что подобного рода резорбция встречается крайне редко. And as far as we know, it doesn't require any treatment. И, по крайней мере, настолько, насколько нам известно на сегодняшний момент, подобного рода резорбция не нуждается в лечении. Because again, it's limited to the root, it's not exposed to the oral cavity, and in humans, we know that this type is not painful. Нам известно, что это повреждение локализуется только в области корня, не имеет экспозиции в ротовую полость, то есть не контактирует с ротовой полостью. И из данных медицины, стоматологии людей нам известно, что такое состояние не является полезным для пациента. However, when I see it in my patients, I will still let the client know that it is there, and usually I recommend the recheck in about a year or a year and a half. Однако своим клиентам, своим пациентам, если находят подобного рода повреждения, обязательно озвучивает вот эту находку владельцам животного и рекомендует повторное рентгенологическое обследование, контроль рентгенологический через год-полтора. Then another really common type, and I'm sure you will see it when you're taking radiographs, is the external replacement resorption. Еще один вид резорбции у собак, который мы можем встречать, скорее всего, вам приходилось сталкиваться с такими пациентами, это внешняя замещающая резорбция. This one is actually radiographically similar to type 2 in cats, where the tooth is being replaced by the bone. Рентгенологически, с точки зрения признаков, которые мы регистрируем на рентгенограмме, такая резорбция очень похожа на второй тип резорбции зубов кошек, то есть когда происходит замещение тканей зуба костной тканью. Again, clinically, we are not able to see anything, and it's radiographic diagnosis. Еще одна ситуация, когда клинически мы никаких изменений не регистрируем, и данный диагноз ставится исключительно на основании рентгенологического обследования.
So as we can see, it's pretty common. It affects about 1/3 of our patients. Такой вид резорбции встречается достаточно часто. 34% популяции наших пациентов страдают подобной резорбцией. And it's usually seen in older dogs. В основном подвержены этому типу резорбции возрастные собаки. And usually it doesn't require treatment. И, как правило, эта патология, это состояние не нуждается в лечении. But if a tooth with external replacement resorption needs to be extracted because it's fractured, for example, однако в ситуации, когда зуб, пораженный внешней замещающей резорбцией, нуждается в экстракции по какой-то причине, например, если он был сломан, then it really complicates our extraction. So that is why we would like to have radiographs to know what is going on. то наличие вот этой замещающей резорбции чрезвычайно осложнит нам нашу работу по экстракции этого зуба. И поэтому желательно заранее знать о такой проблеме, о таком операционном осложнении, для чего необходимо предварительно сделать рентгенографическое обследование. The third type of external resorption is external inflammatory resorption. Еще один тип, третий тип резорбции зубов у собак – это внешняя воспалительная резорбция. And in this case, you will see tooth resorption, like you can see here. В этом случае вы будете наблюдать резорбцию зуба, как здесь. And it is associated with bone loss of periodontitis, so associated with inflammation from periodontitis. При этом утрата зуба, резорбция зуба будет сопровождаться периодонтитом, то есть поражением костной поверхности вокруг зуба. The other option where you commonly see inflammatory root resorption is with endodontic disease. Ситуация, когда мы можем также столкнуться с внешней воспалительной резорбцией, это эндодонтические заболевания. Again, it is pretty common. It affects about 1/4 of the patients. И снова такой тип резорбции достаточно распространен, примерно четверть пациентов страдает таким типом резорбции. And we saw a case before where it was associated with periodontal disease. Now in this case here, it is associated with endodontic disease. На предыдущем слайде, на предыдущем снимке мы с вами видели сопряжение резорбции с поражением периодонта. Здесь мы видим сопряжение резорбции с поражением эндодонта. You can see actually that the right maxillary incisor is discolored. Yeah? Правый верхнечелюстной резец мы видим, он имеет цвет, отличается по цвету от своих соседей. And we know that 92% of discolored teeth are dead, non-vital. Нам с вами известно, что 92% зубов, которые отличаются по цвету, то есть потеряли свой естественный цвет, не являются жизнеспособными. So we take a dental radiograph, and what we see is that this tooth is actually shorter comparing to the contralateral incisor. Yeah? Если рентгенологически посмотреть на эти зубы, то мы видим, что резец, который нас интересует, он короче, чем аналогичный зеркальный резец с другой стороны. And it is shorter because it's being resorbed due to ongoing inflammation and infection in the periapical area. Он становится короче в связи с тем, что подвергается резорбции, а резорбция провоцируется длительным воспалительным процессом периапикальной области. So what is the option for treatment here? Какая опция у нас есть для того, чтобы исправить ситуацию? So it is always either extracting the tooth, or we can still do endodontic treatment if the client wants to really save the tooth. У нас есть две возможности, две опции. Первый вариант – это экстракция такого зуба. Второй вариант – в случае, если владелец животного настаивает на сохранении зуба, это эндодонтическое лечение. However, if we decide to do endodontic treatment, однако, если мы выбираем эндодонтическое лечение, the endodontic treatment may be complicated because due to resorption, we don't have the solid bottom of the apex anymore. Нам нужно помнить о том, что вот в ситуации такой резорбции наш выбор нашего лечения может быть чрезвычайно затруднен, потому что в случае эндодонтического лечения мы не можем в ситуации с резорбцией опираться на наличие
твердые апикальные поверхности корня, то есть нам не на что опереться. So as you can see here, in this case we decided to do an endodontic treatment, but because there was pre-existing inflammatory resorption, there was some spillage of the sealant through the root apex. Вот здесь вы видите как раз пример такой ситуации, что происходит в этом случае. Было выбрано в качестве метода лечения эндодонтическое лечение, и вы видите, как вот этот наполнитель из-за отсутствия нормальной границы, нормальной жесткой части, апикальной части корня, получается протек, да, то есть произошла утечка вот этого наполнителя сквозь корень подвергнутой резорбции. So that is certainly not ideal, and in humans that would mean failure, but in dogs it actually is not that bad a prognosis. Безусловно, подобного рода результаты эндодонтического лечения невозможно назвать идеальным, и для людей, если говорить о медицинской практике, такой случай считался неудачным лечением и приемлемым. Однако с собаками все не так плохо. But in any case, if we decide to do endodontic treatment in tooth with inflammatory apical lesions, then that is certainly something that the client needs to know, that the prognosis may